Всем привет! Это команда разработчиков инди-игры Will and Reason. В прошлом видео мы показывали начальный этап разработки инди-стратегии в жанре Low Fantasy. С тех пор мы активно работали и развивали проект, так что теперь можем продемонстрировать кое-что новое. В первую очередь геймдизайнеры учли все идеи и пожелания комьюнити и выработали конечную игровую концепцию. Мы имеем каждый раз разный, процедурно генерируемый мир. Игрок начинает за маленькую фракцию, где-то в пустыне, снегах, лесополосе или ином биоме, список которых будет расширяться. У жителей средней полосы и севера в основном преобладают деревянные постройки, а южанам достались шатры и палатки. Доспехи воинов также соответствуют национальному колориту. У фракций есть технологии, которые на старте закрыты, поэтому если сравнивать с реальной историей, мы оказываемся где-то в раннем средневековье. В результате открытия все новых и новых технологий фракция сильно преображается и в конечном итоге принимает одну из уникальных форм. Пока будут доступны три направления – магия, технология и теократия. Но прежде чем задуматься над глобальными вещами вроде захвата мира, порабощения всех и постройки чудес света, было бы неплохо сначала перейти от деревянных сараев к каменным домам. При этом сохраняются визуальные отличия, зависящие от биома, то есть лесные маги будут отличаться от пустынных. Внутри фракции также планируется разделение на подфракции, исключающие друг друга, что позволит игре обладать значительной реиграбельностью. Например, игрок может увести своих магов из северной местности в болото, сохранив колорит обоих биомов, и получить северно-болотных магов. Главной идеей концепции развития стала идея кастомизации в процессе игры. То есть перед началом не нужно выбирать, за кого же сыграть. Путь определяется ситуацией на карте и принятыми на ее основе решениями. Кастомизация работает на все аспекты геймплея, начиная от флагов на границе фракций и заканчивая шевронами на нагрудниках юнитов. Кастомизация отрядов занимает центральное место в игровой механике, так как от выбранного оружия и брони зависит множество характеристик. Например, юниты с пиками имеют преимущество перед конницей, а юниты с боевыми молотами имеют шанс оглушить. Экипировку можно менять буквально на ходу, адаптируясь под сложившуюся ситуацию. В том числе это касается и типов атаки. Бывшие рыцари, конечно, стреляют хуже обученных лучников, но если ситуация критическая, у игрока есть выбор. В мире присутствуют не только фракции, которые можно контролировать, но также и нейтралы, гильдии, независимые государства и чудовища. Сила монстров варьируется, и чем дальше от городов, тем они ужаснее. Самые опасные водятся в руинах. Это особые места на карте, оставшиеся от древних цивилизаций. С руинами и монстрами будет связана отдельная часть геймплея. Руины можно исследовать, а на самых жутких чудовищ охотиться ради трофеев и славы. Также не стоит забывать, что все это возможно в условиях бесконечного мира, который уже реализован и был показан в самой первой публикации. Несколько вариантов использования бесконечности мира уже придуманы, но мы всегда готовы выслушать комьюнити. Можете писать свои советы и рекомендации, мы обязательно рассмотрим все. Мы стараемся избавить игру от грехов жанра, таких как зашкаливающее количество микроконтроля на поздних этапах. Плюс, для облегчения понимания геймплея и более легкого погружения в сложные процессы игры, многие аспекты геймплея строятся по схожим принципам. Например, возможность одновременной постройки зданий и одновременного изучения технологий. Многие рутинные процессы, характерные для игр подобного жанра, Will and Reason автоматизированы, либо могут быть автоматизированы с помощью изучения определенных технологий. Планируется сделать адаптивный интерфейс, где игрок может под себя настроить уровень детализации каждого процесса. Учитывая масштабы, планируется реализовать полноценную осаду городов с расстановкой стенобитных орудий и боями на улицах, что является новшеством для игр подобного жанра. В процессе работы у нас накапливается много контента, который мы размещаем у себя в группе ВКонтакте и импортируем позже в игру. Это была команда разработчиков Will and Reason. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за новостями.